Итак, всем привет! Очередное игровое видео. Коротко проанонсирую, что сегодня будет. В конце видео заберем шмот, который дается за баллины. Соответственно, купим баллинов. Поговорим про зачарование. Кто-то просил. И поделаем ивенты. Ивенты сегодня интересные. Вот. Ну и в целом вообще расскажу немножко о планах, о своих мыслях по поводу персонажа. Вот, ну начнем по порядку. Давайте начнем с ивентов. У нас сегодня отличный ивент на продвинутый горох. Да, здесь дают мало волшебной пыли, но очень много относительно того ивента, где дают пыль. Здесь дают больше гороха. Ну и, соответственно, из-за вот этих вот элементов нельзя пропускать такие ивенты. Я к нему подготовился, у меня есть 2000 гороха. Ну и с него и начнем. Так, как раз забьем ветра, я думаю. Я его как раз недавно приобрел. Медузу. Скоро она станет оранжевой. Ну а там дальше уже буду переводить ее в красное состояние. Ну и там дальше будем уже зачаровывать. Потому что нужно, по идее, 2 ветра будет. Так, вроде 2000 я залил. Проверяем. Да, есть. Забираем. Здесь выходит около 800 гороха в общей сложности, продвинутого. Поэтому ивент классный. Вот как раз 2 дня. И будет приличное количество. Ну, тут у меня уже, в принципе, скоплено на будущие ивенты. Вот, но его много не бывает. Так, один есть. Дальше у нас что? Так, это у нас донат. Это обмен. Апгрейд рун. Ну, здесь 200 надо будет закидывать. Сейчас, кстати, откроем. У меня тут есть сундуки с дерева. Так, разделим руны. Где они у нас? Я их опять пролистал. Вот они. Их здесь вообще 185. 185. Отлично. Значит, сделаем вот так. Зальем 185. И с отката еще 15 зальем. Решил я докачать до 8 уровня вот эту руну. Потом начать копить уже рунные камни для того, чтобы качать хаос. Так, апгрейд рун. Забираем все, что здесь есть. Так, снова делим руны. 15 штучек, да, нам нужно? Так. Заливаем. Забираем награду за 200. Так, что у нас еще сегодня включился обмен, который дают арбалеты. У меня пока не скопилось арбалетов, здесь 290. Сейчас посмотрим, сколько у меня их есть. Так. Арбалеты. 246. Ну, я по-любому их доберу. Коня я заберу, потому что конь хороший. Конь хороший. Конь дает плюс 50. И он дает плюс 20 на заливку кнутов. То есть атрибут level limit. И это вообще отлично. Так. Дальше.
Дальше. Так, это на трату, по-моему, баллинов. За квесты заберем. Астралы. Ну, здесь все просто. 2 раза по 10 миллионов. И как раз получается 4000 раз для ивента. Забираем награду здесь. Так, здесь у меня скопилось больше 10 тысяч вот этих элементов. Эпик. Даже не знаю, как они называются. Как правильно читается. Короче, здесь их буду обменивать на 70-е камни и на 80-е камни. Я потихонечку начал их закупать. Для того, чтобы сделать еще оружие. То есть вот я купил элемент для оружия. Потихонечку закупаю вот эти камни. Все для того, чтобы сделать еще один меч. Для того, чтобы его в будущем можно было заковывать. То есть делать божественную закалку на фулл, да, и забирать элементы для обмена. Потому что мои шмотки, они подходят уже к своему логическому завершению в плане божественной закалки. То есть тут еще есть, конечно, куда расти. Но я думаю, это максимум 2 раза по 200 и все. То есть дальше я уже full ивенты не смогу делать. Поэтому решил заблаговременно подготовиться и закупить заранее элементов для создания оружия. Напоминаю, что здесь вы можете купить и 70 и 80 камни. Они покупаются по 50 штук в день. Вот. Ну и, соответственно, здесь за вклады золота по 5, по-моему, штук в день, если я не ошибаюсь. Кристаллоиды покупать здесь дороговато. Вот. Хотя и здесь дорого. Их везде дорого покупать, но куда деваться? Покупать их нужно будет. Так, пойдем дальше. Что у нас здесь? Ага. Fire Res Crystal. Нужно будет синтезировать кристалл сопротивления. Окей. Сделаем, что сможем. Так, по одному оставим на завтра. 4. И сейчас посмотрим вообще, что у меня есть. Здесь, в этих камнях. Потому что у меня... Так. Этот у нас 3 уровня. Ага, вот что мы сможем сделать. Мы сможем сделать... Вот так вот мы сможем сделать. Конвертнем их в огонь. И синтезируем. 6 получаем. Конвертим обратно в свет. И заполняем ячейку. Так вообще не рекомендуется делать. То есть оставлять меньше ячеек закрытых. Но я это все нагоню в те ивенты, где не будут давать валюту на обмен. На ежемесячный. Поэтому здесь, приходится так делать. Для того, чтобы забирать это. Так. По поводу ежемесячного обмена тоже поговорим. Так, что у нас здесь? Дальше. Mount Refine. Так, здесь у меня проблема. Здесь мы full не сможем сделать. Но сделаем столько, сколько сможем. Так, вот у меня новый конь. Делаем по 50.
Так, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это 200, да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 300. Правильно же считаю, не ошибся? 290, нифига. Так, окей. Сейчас будем помедленнее. Так. Где-то есть. Так, вот 300. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 400, да? И мы можем сделать 500. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 500. У меня есть еще один конь, которого можно зачаровать на 250. Сейчас, так, следующая, здесь на 4, да, звезды. Это я, то есть, сейчас догоню до конца эту зеленую линию и все. Да, мы перескочим на 4, и дальше там уже ничего нет. Да, фулл не получится сделать. У меня просто еще есть вот дракон. У него здесь 5 звезд, и у него здесь есть еще в запасе 250. Вот. И здесь, конечно, вот стоит выбор. Потратить немножко баллинов в будущем мне придется. Короче, у меня просто план забрать Мэд Кинга. Вот. И забрать его малой кровью. Объясню. Я тут посчитал, прикинул вообще цифры и понял, что в целом гораздо дешевле, ну вот когда есть именно конь на плюс 700 здесь, такой как Мэд Кинг, да, ну или конь на плюс 500, он подешевле обычно выходит, чем конь на плюс 700, его гораздо дешевле покупать именно не участвуя ни в рулетках, нигде, то есть вы прям до конца, реально до конца собираете ресурсы, не тратите. Я как раньше обычно делал, я покупал двойные, там, 15 тысяч, грубо говоря, баллинов, да, и забирал вот этих нижних коней сразу. И мне приходилось потом еще раз как бы закидывать баллины, покупать двойные баллины для того, чтобы забирать уже вот этих верхних коней. Потому что, ну, только к концу месяца копятся с ивентов вот этот второй элемент валютный. И я посчитал, да, конечно, с одной стороны, выгодно взять сейчас коня, сделать на фулл вот этот ивент, но он по большому счету того не стоит, потому что здесь дадут за это всего 2 единички, да, 2 элемента вот этого валютного, и его гораздо дешевле купить в будущем, на это потратив всего 200 баллинов, нежели сейчас закинуть первую вот эту валюту, то есть обменять на коня, 200 единиц потратить, да, для того, чтобы в будущем на Мэд Кинга эти 200 единиц, там, ну, чуть поменьше будет к концу ивента, но покупать для того, чтобы забрать Мэд Кинга. И, ну, ничего страшного, если у меня не будет там одного вот этого коня, но будет Мэд Кинг, и он будет гораздо дешевле. То есть, если не участвовать ни в рулетках, ни в волшебный горшок не бить, да, потому что, ну, многие, как и я, там в прошлом, я бил горшок для того, чтобы вот эту вот вторую валюту получать. То есть я как бы предполагал, что ее может выпасть больше. Она, в принципе, с горшка падает примерно плюс-минус в том количестве, сколько бы вы потратили за нее, просто купив. Ну, плюс вы еще там с горшка получаете дополнительные плюшки. Но все равно ее падает меньше, чем вы затрачиваете баллинов. Поэтому ничего страшного. В конце я по-любому заберу здесь Мэд Кинга. У меня уже есть 177 элементов.
Я думаю, завтра будет их уже за 200, потому что сейчас мы еще здесь получим, с доната получим еще 20 штук, насколько если я правильно посчитал. Может быть, сегодня их уже будет за 200. Сейчас заберем награду. Короче, смысл всего того, что я рассказал, я просто рассказал сложно, все это высчитывая, да. Проще говоря, если вы покупаете баллины для того, чтобы забирать вот отсюда коней, маунтов, не тратьте баллины ни в горшок, ни в рулетку. Это невыгодно. Возможно, это будет немножко там более выгодно, если нет коня на плюс 700, да, и вы там можете потратить там 2-3 тысячи баллинов для того, чтобы получить шанс забрать дополнительного коня с горшка. Но не факт, что он, во-первых, выпадет, а те ресурсы, которые выпадут с него, они будут не равносильны тем баллинам, которые вы в него потратили. То есть здесь такой более четкий, более такой строгий план, он более работоспособный. Так, что у нас дальше? Что у нас дальше? Забираем отсюда элементы. Так, это у нас на убийство. Нужно будет зайти сделать 10 киллов хотя бы. Так, и вот здесь тоже есть такой нюанс с камнями для сильфов. Объясню. Прошлый ивент я сделал достаточно удачно. Я сделал все камни по 2 и даже умудрился 7 сделать. Хотя у меня с камнями на сильфа достаточно такие большие проблемы. Потому что чем выше уровня у вас уже становятся камни, тем сложнее делать вот этот ивент. То есть у меня сейчас я смогу синтезировать. Ну, сейчас покажу. Так, то есть я смогу синтезировать 4. Так, 1 всего камень, а нужно по 2. То есть здесь смысл этого ивента в том, что нужно обязательно делать по 2 камня одного уровня. Делать камни одного уровня бессмысленно, потому что награда, вся фишка наград именно в двойных камнях. То есть вы делаете, например, один камень там 5 уровня, вы получаете, ну что такое, 20 гороха вы получаете продвинутого, 20 махры и золото, ну вообще как бы не актуально. Либо вы делаете 2 камня здесь, и вы получаете по 31 и 2, одного и второго элемента для зачарования шмота сильфа, да. Если вы делаете 6, вы еще получаете элемент на обмен. И по 45 уже этих элементов. Если делаете 2 седьмых, то получаете еще плюс дополнительно там, по 90. В целом это очень быстро прокачивает вашего сильфа. И если вы не можете сделать 2 камня подряд, да, то не делайте их. Вот я сейчас могу сделать только 1/4 камень, да. Ну и какую я награду получу, посмотрите. Ну вот она. Есть ли смысл? Конечно, нет. Смысла делать 1 камень 4 уровня нет. 2 есть смысл, здесь уже дают элемент. Поэтому всегда делаем только по 2 камня. Не получается, не делайте, копите. Здесь побеждает тот, кто копит. Все с холодным расчетом. Поэтому мы что делаем? Мы делаем... Что мы сможем сделать? Мы сможем сделать сейчас... Смотрите как. Мы сможем сделать... Угу. У меня есть 3/5 камня. Чтобы сделать 2 шестых, мне нужно 8. У меня есть 4 23 штуки. Как раз я могу сделать 5 камней. 5 камней, 5 плюс 3. Получаем 8. Как раз 8 камней нужно для того, чтобы сделать 2 шестых. Вот, но сегодня 5 штук подряд сразу я их делать не буду. Сегодня первый день. Сегодня я сделаю 3 камня. 5.
Завтра сделаю еще 2. И у меня как раз я заберу награду за 2 5 камня. И завтра же сделаю еще 2 6. То есть, понимаете, да, суть? Сегодня я практически ничего не забираю. То есть, только одну награду. Ну, это не в счет. То есть, я забираю вот за 2 5. Все, дальше не делаю, потому что завтра я сделаю еще раз 2 5 и сделаю 2 6. И заберу и одну, и вторую награду. Так, и больше, по-моему, у меня там с камнями ничего и нет, да? Еще раз проверим. Синтез. Ну да, я здесь могу сделать 8 из 7. Но бессмысленно 8, по-моему, делать. Потому что там тоже нужно 2 камня. Да, у 8 здесь такая награда тоже. 9 можно делать. Одну. Потому что здесь сразу вам дают 8. Вот. И еще и элементы дают. Да. Сейчас посмотрим. Может быть, я смогу сделать одну 9. Если возвращают еще одну 8. Сейчас прикинем. Что у меня по камням здесь? Так, 9. 9. Так, вот раз 8. Да. Раз 8. 2 8. 3 8. И 4 8. Но это мне придется 3 8 снять. Я сделаю 9. Короче, у меня получится одно отверстие останется. Одно отверстие останется. Но я получу вот эту обменную валюту, да? Сколько здесь? 3 единички я получу. А здесь за 2 седьмых дают 2. Да, есть смысл. Есть смысл это сделать. Мы, наверное, так сейчас и поступим. Так. Возьмем отсюда. Раз. 2. ХП просто не хочу трогать. Здесь тоже 8. Но ХП дают и персонажу тоже. Прибавку. Так, конвертим их. Конвертим их в ХП. И делаем. Делаем 8. И делаем 9. Забираем награду. Так, и теперь важно все. Так, 8 на атаку, 9 тоже обязательно на атаку. Смотрим, что у нас получается. Так, сюда поставим 9. Есть. Сюда поставим 8. Так, и у нас, получается, осталось одно отверстие, да? Да. Ну и сюда придется поставить... Сюда придется поставить 6 камень. Ну, никуда не денешься. Чуть-чуть в атаке я... Хотя, может быть, и не просел. Сейчас посчитаем, сколько. 750, да, это дает. 750, а это 9 дает 1080. Я думаю, примерно равносильно тоже и получилось. Примерно то же самое получилось. Мне, видите, пришлось все камни с защиты убрать. Я их завтра расставлю, какие останутся. Вот, но пришлось убрать для того, чтобы вот сделать ивент. Так, итого у нас завтра получится сделать 2 5, 2 6 и еще забрать элементы
Да, 2 шестерки, один я заберу элемент, и 2 пятерки заберу еще 2 вот таких элемента. Есть. Значит, с ивентами разобрались. Дальше. Поговорим про зачарование. Кто-то спрашивал у меня в комментариях рассказать про зачарование. Итак, что такое зачарование? Это бафы, которые накладываются на шмот. Ну, начать, наверное, нужно с того, что для того, чтобы сделать какое-то зачарование, нужны рецепты. И существует 5 уровней. Базовый уровень, вот он. Уровень интермедиант, ну это что-то типа там ученик, там подмастерье, потом мастер и виртуоз. Соответственно, виртуоз это самые сильные бафы, мастер чуть послабее, ну и так далее, и базовый самый слабый. Для того, чтобы зачаровать на виртуоза, то есть самые максимальные и самые хорошие крутые бафы получить, нужны рецепты, которые продаются, соответственно, у нас за баллиной. Ну, все самое крутое продается за баллиной. Это нужно понимать. В VIP-магазине продаются рецепты, вот они. По 5000 баллинов за штуку. Один раз изучаете, и рецепт остается с вами. То есть то же самое, как и с самоцветами. То есть выучили рецепт там, как на 12 камень, все, он у вас уже есть. То же самое и здесь. Если вы не собираетесь донатить, да, ну и в принципе вы не донатите, или донатите на какую-то там, на конюшню, да, но на рецепты точно не хотите. Второй по крутости после виртуоза это рецепты мастера. Рецепты мастера покупаются вот здесь, в магазине криптов, криптшоп. Здесь рецепты стоят 3000 криптов, и обычно берут их, да, тот, кто не донатит, берут вот эти вот рецепты, они тоже хорошие, мы еще подробнее о них поговорим. Соответственно, каждому рецепту нужны ресурсы. Ресурсы, ну, я думаю, не стоит объяснять, да. Ресурсы добываются в шахте гильдии. Коротко так скажу, да, шахта гильдии открывается только во вторник и только в четверг. Ее открывает гильдмастер, там вы собираете там растения, руду и так далее и тому подобное. И с этого можно будет уже потом крафтить. Об этом тоже сейчас чуточку попозже расскажу. Дальше у нас еще какая возможность есть, какие рецепты получить. В лавке гильдии, точнее не в лавке гильдии, а в тайной лавке Mystery Shop. Здесь есть, здесь попадаются рецепты уровня подмастерья, по-моему, если я не ошибаюсь в переводе. Вот они. То есть отсюда рецепты, они в принципе неплохие, но я не рекомендую их делать. Купить их можно вот здесь. Сейчас я вам найду, покажу. Ну, я думаю, вы видели эти рецепты. Сейчас доберемся до них. Я тут по ходу свитки пока покупаю. Так, сейчас наткнемся на рецепт, и я вам покажу. Так, вот рецепт на оружие, да. Ну и здесь написано Advanced Navigation формула, да. То есть здесь также можно покупать рецепты. Они здесь попадаются, поэтому можно смело здесь покупать. Но я не рекомендую это делать. Объясню почему чуть позже. Дальше у нас есть вот эти вот базовые и вот после него Intermediate. Что здесь? Здесь рецепты не нужны, они уже есть.
они уже изучены. И если вы вдруг еще не зачаровывали ничего, и у вас не хватает ресурсов для того, чтобы зачаровать на мастера или на виртуоза, зачаруйте пока вот этот уровень, второй. То есть зачаруйте, он стоит очень дешево, видите, насколько много ресурсов и насколько мало их нужно для того, чтобы сделать зачарование. То есть если вы регулярно ходите в шахту гильдии, то ресурсов у вас должно быть очень много для того, чтобы зачаровать вот именно второй уровень. А вообще, конечно, копите сразу ресурсы на мастера. То есть зачаровали вот на второй уровень, пока бегаете с ними, да, а сами копите на мастера. Теперь давайте поговорим тоже о базовой такой вещи, как изучение навыков, да. Для того, чтобы вообще перейти к зачарованию, нужно изучить 3 навыка. Вот гриндинг, у меня здесь я сейчас виртуоза, да, видите, написано виртуоза гриндинг 50 тысяч, виртуоза экстракшн или extraction 50 тысяч и виртуоза smelting. Вот эти вот 3 по 50 тысяч. Вот эти вот вещи нужно изучать в первую очередь, вот эти 3 навыка, для того, чтобы делать зачарование. То есть гриндинг, extractions и smelting. Обязательно вот эти 3 вещи мы изучаем. Мы их должны изучить хотя бы на мастера, для того, чтобы зачаровать, ну, соответственно, мастера, для того, чтобы видеть и крафтить ресурсы. То есть те ресурсы, которые вы добываете в шахте гильдии, да, вот здесь, их сначала нужно синтезировать. Для того, чтобы синтезировать, вот как раз про навыки, которые я вам говорил, да, гриндинг, там мы изучаем навык, у нас открывается вот здесь навык. То есть изучили мы базовый, открылся базовый, изучили следующий, третий, и вот пока не дойдете там до мастера или до виртуоза. Вот виртуоз у меня не выучен, видите, он мне показывает, что еще не выучен. Мастера могу открыть, виртуоза нет. Соответственно, смелтинг то же самое, то есть у меня здесь все ограничивается мастером, виртуоз пока не выучен. И экстракт то же самое, виртуоз не выучен, мастер могу открыть. Ну, видели в навыках. Смотрите, в шахте гильдии существует 3, скажем так, разновидности руды. 3 разновидности ресурсов, правильно сказать. Вот верхняя гринд — это трава, то есть растения, которые вы там собираете. Смелтинг — это руда, которую вы там собираете. И экстракт — это то, что вы из вот травы, да, то есть из растений и руды вместе соединяя их, получаете. То есть первое, вот смотрите, мы собрали вот этот цветок в шахте, и мы получаем вот 140 единиц у меня есть этого цветка, мы получаем 14 вот таких вот баночек. Да, соответственно, мы нажимаем и все здесь переводим вот в эти баночки. То есть это все то, что трава первая, гринд. Да, все переводим, не стесняемся, не надо там здесь много думать, здесь нужно все переводить. Зашли, вот можно галочку прям поставить, зашли, у вас все доступные эти, они сразу будут показываться. Так, ну и мастер тоже мы переводим. Дальше, smelting, здесь что? Здесь то, что мы перерабатываем из руды, то есть руду перерабатываем и получаем. Соответственно, вот мы собрали там железную руду, переработали ее в рубин. Собрали медную руду, переработали ее в топаз. Все то же самое, все переводим. Все переводим в первых 2, вот в этих вот вещах, все переводим, все ресурсы. Вот когда доходим до экстракта, здесь уже смотрите внимательно. Что мы можем сделать? Basic мы переводим. Здесь можно не сомневаться. То есть, видите, мы получили баночки, да, из первого гринда. Из второго мы получили драгоценные камни.
из руды, и мы это все превращаем в эссенции. То есть одна эссенция получается у нас из травы, вторая эссенция из руды. Дальше, смотрите, эти эссенции, они соединяются. Соединяются в более уже такие серьезные элементы. Вот здесь внимательно, в экстракте, внимательно не переводите все подряд. Здесь вот на уровне Advanced, здесь уже нужно думать. На что смотреть? Представим, что мы купили отсюда какой-то рецепт. Вот я купил рецепт абсолютно недавно. Я сейчас собираю на него рецепт мастера, то есть за крипты. Я собираю на него ресурсы. Вот мне для того, чтобы наложить баф, да, вот по этому рецепту, мне нужна вот эта вот Eternal Dark, то есть вот эта вот медалька, или что это, метка, да, какая-то, и вот эти капельки. Eternal Water, вода. Соответственно, мне нужно получить вот эту медальку и набрать вот этой воды, да, ну, все просто. Переходим сюда, в синтез, смотрим, что мне нужно, открываем вот мастера, что мне нужно для того, чтобы получить вот эту медальку. Мне нужно получить воду, мне нужно получить воздух, и мне нужно получить вот эти баночки. Соответственно, баночек у меня много, воздуха и воды не хватает, по 2 штучки. Воздух и вода у нас чуть выше уровнем находится. Advanced, да? Вот мы видим, здесь я могу сейчас создать вот эти вещи, но мне нужна вода и воздух. То есть, соответственно, я смотрю, из каких эссенций это состоит. Да, вот такая эссенция и там Void Ink. Вот мне сейчас не хватает Void Ink. Баночки все делаются из травы, да, соответственно, переходим сюда, запоминаем название Void Ink, переходим сюда и начинаем смотреть, где это название у нас. Вот оно. Вот она, вот эта баночка. Смотрим, понимаем, что мне нужно собирать Solar Leaf. Это солнечная трава. Все, теперь я, когда иду в шахту гильдии, я собираю вот эту траву. То есть, ну, здесь, чтобы вы понимали, я долго это все рассказываю, да, разжевываю. Первое, это растения. Они все тоже по уровням. Есть растения вот первого уровня, есть растения второго уровня, есть растения третьего уровня. Все эти растения образуют баночки. Также первого, второго, третьего там, и четвертых уровней. В смелтинг это переработка руды. То же самое здесь. Есть базовая руда, есть там второго уровня руда, третьего уровня руда, там кристаллы. Фиолетовые, оранжевые, вы, может, видели, да, такие, они редко появляются. Вот это все перерабатывается в определенные материалы. В экстракте эти материалы соединяются. Вот и все. То есть здесь мы их соединяем, получаем эссенции на первых уровнях. И на третьем уровне мы соединяем не только эссенции, но еще и баночки. И получаем элементы, которые необходимы нам для того, чтобы набрать ресурсы. Ну, я не знаю, как еще более подробно рассказать. По-моему, очень подробно. Все, теперь мы, как только мы собрали, да, ну давайте я вам покажу наглядно. Давайте покажу, ой, куда я полез, покажу наглядно. Вот у меня есть кольцо второго уровня. Так, это у нас зачаровано на максимум здесь. Это зачаровано на 15. Максимально возможно 20. Вот рецепт есть, это второй уровень, да, пока я там не набрал на виртуоза, я вот зачаровал кольца вот вторым уровнем, что и вам советую сделать, если у вас там не накопленные, ну, нет рецептов. Пока бегайте, чтобы впустую не бегали, потому что это, ну, достаточно дешево сделать такое легкое зачарование. Что мне нужен? Мне нужен пергамент. Пергамент вот этот, он покупается здесь, в лавке гильдии за дару. Они тоже здесь по уровням. То есть, чтобы сделать зачарование первого уровня, вот мы получаем свиток, покупаем первого уровня, второго уровня, там третьего, четвертого и для виртуоза пятого. Вот и все. Они просто отличаются по цене. Соответственно, у меня второй уровень, я покупаю, давайте купим 3, потому что
не с первого раза всегда проходит зачарование. Ну, я имею в виду, не с первого раза проходит зачарование в максимум, да, сейчас увидите. Так, берем кольцо. Вот, оно у нас подсветилось зелененьким. Вот сейчас All Resistance плюс 15. Максимально возможное число, которое можно выбить, 20. То есть от 11 до 20 оно рандомно сейчас будет прыгать. Я хочу поймать двадцатку. Поэтому я кликаю. 11, видите, стало. 17. 13. Еще нужно купить пергамента. Благо они недорогие. И есть ресурсы. Ну, мне в целом там не принципиально, там 13 или там 15. Я просто вам показываю. Все, есть 13, есть 13. Оно меня мало интересует. Все, вот так это работает. То есть вот мы только что наложили на кольцо зачарование. На одном вот у меня было плюс 20, на втором плюс 13. Ну, я догоню до плюс 20 потом. Все. То есть вот так делается зачарование. Важный нюанс. Когда делаете зачарование, помните о такой вещи, что когда у вас шмотка красная, да, на которой вы делаете зачарование, и вы ее потом в будущем переводите, например, в солнечную, да, или, например, с 80-й вы в красную переводите, то прежде чем перевести, проверьте обязательно, есть ли у вас там зачарование. То есть, если зачарование вдруг вы там мастера сделали или виртуоза вы сделали на красную шмотку, при переводе на солнечную это зачарование потеряется. Чтобы оно не потерялось, его можно сохранить. Сохраняется в самой нижней, вот здесь меню, кнопочки. То есть, как это делается? Вот у меня есть, например, зачарование на вот этой подвеске. Плюс 76 тысяч хп. Это зачарование мастера я делал. Вот для того, чтобы мне его не потерять при переходе на солнечную броню, я могу его сохранить. Сохранение стоит 800. Все это делается в купонах, не переживайте. 800 купонов. Оно вот здесь появляется в табличке, в нижней. Там с галочкой ее можно поставить. Оно там сохраняется. И потом, чтобы его перенести, когда вы уже сделаете солнечную подвеску, еще нужно будет заплатить 800 купонов. То есть сохранить 800 купонов. И вот экстракт кнопочка, где сейчас 0. Там будет тоже 800 купонов. Сейчас я вам покажу на примере кольца. По-моему, у меня на каком-то кольце сохраненное есть. Да, вот у меня есть кольцо. Смотрите, вот так это выглядит. Вот так это выглядит. То есть я могу сейчас, у меня сохранено здесь плюс 15 All Resist. Я, видите, его выбираю, и снизу кнопочка экстракт меняется на 200 купонов. 200 купонов стоит потому, что это низкий уровень зачарования. То есть это второй уровень из 5 возможных. То есть если бы это был виртуоз, он бы стоил там 1000. То есть шаг 200 купонов. То есть прежде чем перевести подвеску мне в солнечную, я сначала сохранить должен свое зачарование, перевести подвеску в солнечное состояние и после этого вернуться сюда и вернуть свое зачарование. Да, потратив на это купоны, но это, поверьте мне, гораздо дешевле и эффективнее, чем заново собирать ресурсы там, на мастера или на виртуоза. Потому что это требует длительного времени. То есть вот так это работает. Что-то, по-моему, я упустил, что-то не рассказал. О чем вот я хотел поговорить, и чтобы у вас уже не оставалось вопросов, что лучше делать и какой рецепт покупать, да, потому что их здесь на выбор 2 варианта для физ-атаки, ну и 2 точно таких же варианта для маг-атаки. Во-первых, не спутайте, потому что у меня был такой момент, когда я покупал мастера на последние крипты вот здесь, и я перепутал и на мага купил радк. Просто не посмотрел невнимательно и купил не тот рецепт. Поэтому
луки и танки, не ошибитесь, не купите матк. Маги, смотрите внимательно, не купите радк. Итак, смотрите, шлем. Здесь два вида. Первый вид дает 10% плюс к криту. То есть базовая характеристика крита у вас увеличивается на 10%. То есть если было там 10 тысяч, да, крита, то будет плюс 10% к криту. И второй вариант это антикрит. Антикрит в смысле того, что 10% шанс у вас появляется, что по вам не пройдет удар от противника в крит. То есть противник будет бить, и есть 10% шанс, что он не кританет вас. Что выбрать, решать вам. Я лично рекомендую ставить антикрит. Но если вы гонитесь за количеством БР, да, там, в топ вы рветесь, может быть, то вам, конечно, стоит брать плюс к криту. Почему? Потому что крит, соответственно, даст БР. То есть антикрит БР не даст. Но если вы собираетесь в будущем биться против игроков, я вам рекомендую ставить антикрит. Почему? Потому что вкупе с вот этим астралом, который на пике, там, на 10 уровне и с прокачанной ячейкой самого астрала, она будет давать, ну, что-то порядка там 55 или 60% того, что по вам не кританут, плюс еще вот это вот зачарование на шлеме 10%, и там получается, ну, чуть ли не под 70%, что по вам не будет проходить крит. А это имба, реальная имба. Особенно если у вас прокачан блок. То есть если у вас много блока, блока минимум 40 тысяч нужно иметь, как и крита в целом. Но это я рекомендую догонять камнями. Вот. Поэтому, ну вот, если хотите от меня лично рекомендацию, я рекомендую ставить антикрит. Но тут опять же важно понимать, если вы планируете биться с игроками, если вы планируете активно участвовать там в классовых войнах и так далее. Если вы в целом такой игрок, любите там мобов побить, боссов гильдии, то лучше вам брать плюс к криту. Так, дальше здесь еще помимо шлема есть на броню и на оружие по два варианта. На подвески, на кольца и на броши здесь везде один вариант. Покупаете и все, не думайте, просто зачаровываете. На броню и на меч сейчас также разберем. Броня здесь два вида. Шанс отразить от 55 до 85 тысяч урона. То есть по вам бьют, и противник сам в ответ получает урон. Как зеркало работает. Соответственно, ну, цифра тоже может рандомно вылететь. Там от 55 до 85, может 80 выпасть. То есть у вас будет противник бить, ему в ответ 80 тысяч урона будет прилетать. Либо зачарование, которое дает от 110 до 180 плюсом ко всем атрибутам. К силе, к интеллекту, к выносливости и к защите. То есть, ну, грубо говоря, вы как будто коня взяли дополнительного в конюшню, который там даст вам, ну, рандомно вот 180 может выпасть, по плюс 180. Да, но здесь опять же, если вы гонитесь за БР, за количеством БР, то вам нужно брать вот плюс к характеристикам. Если вы настроены на битвы, на войну, скажем так, да, то, конечно, эффективнее брать зеркало. Потому что в длинных боях, в затяжных, ну, когда вы доходите, да, там, до 100% усиления, до 150% усиления по раундам, то я вам гарантирую, что минимум 2 раза эта штука сработает. Минимум 2 раза зеркало точно сработает. То есть противник в ответ на свой удар получит, там, ну вот если вы здесь зачаруете, да, в длительном продолжительном бою минимум там 110 тысяч ему назад прилетит урона. А
если выпадет максимальная цифра, то там 170 тысяч в ответочку ему прилетит. А может быть и 3 раза сработает, может быть и 4. Ну, то есть в зависимости от того, как вам, конечно, будете вести, но минимум 2 раза за бой обычно такая вещь срабатывает. Поэтому, если выбирать, хотите там опять от меня рекомендацию, я рекомендую брать именно зеркало. С мечом здесь ситуация немножко непростая, здесь нужно подумать, потому что здесь есть также два варианта. Первое — это шанс восстановить хп, то есть работает по принципу зеркала, только восстанавливает хп тебе. То есть ты бьешь, и тебе возвращается хп. Либо ты игнорируешь броню противника 16-25%. Здесь я бы рекомендовал, конечно, брать игнор дефа. То есть вот этот вариант. От 16 до 25%. Здесь его, конечно... Здесь лучше брать виртуоза, конечно. Потратиться на это. Я в целом планирую потом виртуоза все взять, но... Посмотрим. Здесь, смотрите, какая штука. Здесь он игнорирует от 26 до 40%. То есть, если вдруг вам падает там 30 или чудом 40% игнор дефа, то, ну, сами понимаете, насколько это круто. То есть, вы, опять же, эта штука может сработать там 2-3 раза за бой, и удар у вас пройдет... Он может пройти от Сильфа, например, от Армагеддона, и пройдет, просто игнорируя 40% брони противника. То есть там колоссальный урон сразу пройдет. И, конечно, я бы рекомендовал, опять же, то есть я просто настроен на то, чтобы участвовать в битве классов и так далее. Я рекомендую брать игнор дефа. Вы же можете взять, ну, если вы чувствуете, что вам не хватает там хп, и вам необходимо отхилиться, то я рекомендую, конечно, тогда в таком случае... Ну, точнее, я не рекомендую, тут на ваше усмотрение. Я рекомендацию одну дал на игнор дефа, вы можете выбрать хил, потому что он тоже, в принципе, отлично работает. У меня сейчас стоит на оружии хил 2 уровня. 30 тысяч хп он мне стабильно возвращает в боях. И в данжах это работает, это везде работает. То есть потихонечку, но что такое 30 тысяч хп? И что такое там, даже если вы возьмете виртуоза, да, 90-150 тысяч хп. На высоких уровнях, ну, вас спасет руна, вас спасет там хил от Сильфа, вас спасет... Ну, то есть это очень-очень маленький шанс, когда эта штука с возвращением хп реально вытаскивает бой какой-то. Это прям, ну, 1 на, может быть, там, не знаю, миллион боев. Ну, не миллион, конечно, ну, я думаю, там 1000 боев. Да, окей, но лучше все равно сработает игнор дефа, вот уверен. Вот, поэтому как-то так. То есть, если кратко резюмировать, мы ходим в шахту, собираем ресурсы. Для того, чтобы перерабатывать ресурсы, мы учим это все сначала вот здесь, в навыках гильдии. Выучили, теперь мы можем перерабатывать ресурсы. Мы их идем сюда перерабатывать. Перерабатываем грид и смелтинг сразу не думая. В экстракте аккуратно здесь перерабатываем потихонечку уже в то, что нам нужно. То есть в огонь, там, в электричество, в зависимости от рецепта, который вам необходим. Ну и, соответственно, здесь еще я вам скажу по приоритету. Первое, конечно же, мы приоритет всегда делаем в атаку, поэтому первое, что мы зачаровываем, это мы зачаровываем шлем, каску, головной убор. Потому что он дает здесь прибавку к атаке, да. Дальше я рекомендую зачаровывать подвеску, потому что она дает хп. И оно всегда с вами. Дальше можете либо зеркало, либо игнор дефа. Я рекомендую третьим игнор дефа сделать, а потом уже сделать броню. Ну и кольца и брошки вы можете, пока там копите на мастера или на виртуоза, также зачаровать, пока
на вот второй уровень и не париться. Вот ходить вот с такими показателями и особо не напрягаться. Потом дальше сделаете уже там и мастера, и виртуоза, но с ними не торопитесь, их делайте в последнюю очередь. Артефакты вот эти, они не зачаровываются, на них зачарование не ложится. Вот. Собственно говоря, по зачарованию, я думаю, тему раскрыл максимально подробно. Не знаю, для меня просто это достаточно очевидно. Я очень много лет играю в эту игру. Если я где-то что-то упустил, какой-то момент, напишите в комментариях, я там вам дополню в комментариях эту тему. Так, возьмем вот этот шмот за балики. 2700 бальнов, здесь крылья. У меня просто нет этого сета, он у меня был на маге, а здесь его нет. Вот. А так как это S-level, и здесь дополнительно дают валюту, я хочу купить, потому что я буду 100% забирать Мэд Кинга, и валюта лишней не будет. Вот. Сейчас я совершу покупку и к вам вернусь. Все есть, забрали мы 2000 баллонов. Забираем шмот. Забираем дополнительные плюшки отсюда. Так, и, по-моему, здесь больше ничего нам и не предлагают за пополнение. Ну и в целом тоже неплохо. Открываем, активируем этот шмот. Он у многих есть, этот шмот. Он ничем не примечателен в целом. Но S-level. S-level нужно брать. Все, вот так выглядит этот сет. Его можно там по-разному. Прикольно подсвечиваются глаза синим цветом. Вот, но я вот в таком гоняю, мне такой нравится. Так, ну и что, наверное, будем заканчивать. Неплохо сделали ивенты, поговорили, в принципе, темы раскрыли. Видео опять получилось длинным. Ребят, ну, блин, как получается. Вот. Чё, до встречи. Если что-то будет интересное, постараюсь рассказать. Еще, если какие-то вопросы есть, какую-то тему хотите разобрать, пишите в комментариях, разберу. Вот. Давайте не болейте. Всем пока. Хорошего настроения. И увидимся в следующих видео.